Большой привет всем зрителям, с вами Ктархунт, и мы начинаем партию за Сербию в моде на Первую мировую. На дворе у нас май 1910-го, и мы с вами маленькая, слабенькая Сербия, зажатая османами Австро-Венгрии. Также мы потеряли немало своих национальных земель, но мы верим в светлое будущее, в то, что рано или поздно мы отнимем все эти земли у осман. А может быть даже потом вдарим и по Австро-Венгрии и заберем у нее часть земель, дабы создать Югославию. Да, у нас есть сами такой интересный путь формирования Югославии. Ну а так, по древу фокусов у нас с вами есть небольшое политическое древо, где можем уйти в демократию, в авторитаризм или же в протофашизм. Также балканская стратегия, которая позволяет нам создать Балканскую лигу или же Великую Сербию. Потом золотой век — это развитие экономики и науки. Ну и подготовка офицерского состава — это развитие нашей армии. Ну и так как нам для Балканской лиги необходим народ, то давайте стартанем именно с Балканской стратегии, которая нам добавит 5% призыва. А потом еще возьмем с вами вернуть Южную Сербию, что нам дарует еще 5% военной обязанности населения, а также претензии на ряд регионов. А после этого можно будет заняться промышленностью, чтобы получить больше заводов. А то у нас со старта всего 4 фабрики и 3 военных завода, как вы понимаете, максимум 12 винтовок в день. Нам этого будет мало. Сначала для противостояния с османами, потом с Болгарией, а потом и против Австро-Венгрии с немцами. Ну и, конечно же, опять с османами, ибо центральные державы рано или поздно сформируются. По генералитету у нас с вами, я бы сказал так, средненькие генералы. Есть неплохие второго уровня, и то, правда, не все, некоторые приседают по показателям. А вот уже если брать третий уровень, то это, честно говоря, ужасные генералы, у них не хватает показателей. Да, вроде бы четвертый уровень, но толку, когда показатели для его уровня недостатки. Ну ладно, несмотря на такие проблемы, мы все равно будем держаться и идти вперед. Понятное дело, что здесь немало будет скриптов и событий исторических, которые прописаны в моде, и нам с вами придется действовать по определенной истории. То есть сначала с османами схлестнуться, потом с Болгарией, а потом ждать 2014 года и нападения Австро-Венгрии. Но мы постараемся из всех этих исторических событий выйти победителями и сделать нашу Сербию великой. Надеюсь, вам такие цели нравятся, и вы поддержите данный ролик своим вниманием. Ну и раз мы вроде играем по истории, но при этом хотелось бы что-то новое посмотреть, то давайте выберем установить регенство. Я не хочу уходить в протофашизм, а вот на регенство посмотреть и на воздвижение именно короля, а не демократического правительства, где король просто как небольшая личность представлена. Давайте сделаем. Тогда лучше регенство, национального героя пропишем, потом коронацию. И под конец у нас будет с вами православное государство, православные Балканы, лимит капитуляции плюс 15%. Ну и по итогу можно еще и дружбу с Россией прописать и просить защиты у Антанты. По-моему, будет неплохо. Ну и по поводу Балканской лиги. Нам надо народ, тогда Балканская лига сформируется. А чтобы войну с османами прописать, нам нужно с вами быть в альянсе со странами, но это не проблема. А также либо установить регенство, либо усилить власть офицеров, либо укрепить гражданскую власть. То есть что-то из этого надо взять. Так что чуть-чуть отложим опять развитие промышленности и пойдем в политику. Возьмем как раз народную скупщину вроде бы, если я правильно перевожу, а потом установить регенство. И дальше уже двинемся по Золотому веку, где у нас заявляют, что сербская экономика в расцвете. Страна быстрыми темпами догоняет развитие промышленности Австро-Венгрии. По-моему, Австро-Венгрии после таких заявлений стоило бы задуматься о своей промышленности. Такая огромная страна, а мы догоняем его по промышленному развитию. Явно что-то пошло не так у них. Ну а по поводу политвласти мы сейчас сами накопим. Я возьму себе сначала рабочую лошадку, чтобы у нас политвласть росла получше. А потом будете постепенно набирать военное руководство. Правда, оно очень плохое, оно везде на 0,6 опыта всего дает. Ни 0,09, ни 0,12 нигде нет. У нас все просто мастера. К сожалению, к активному противостоянию мы сами не особо-то и готовы. Все, мы с вами установили регенство. У нас теперь новая партия у руля, у нее сразу 67% поддержки, авторитаризм. И мы теперь можем спокойненько взять с вами Балканскую лигу, поднять мировую напрягу, а потом войну с Османской империей. Но если так посмотреть, мы это сделаем с вами за 105 дней, это будет немного рановато. Тут даже еще итальянцы не сходили на осман, и мы такие будем рваться. Так что давайте подождем и прокачаем немножко Золотого века, хотя бы до третьего фокуса, чтобы получить дополнительную фабрику. И да, я хочу по промке идти в путь трактора, где у нас будет механизация сельского хозяйства и минус 5% фабрик. Здесь в противовес этому стали, как бы военные заводы хорошо, но гражданская промышленность, забота о народе, о крестьянах, это тоже важно. Я, конечно, не сильно знаком с этим конфликтом, но он где-то должен начаться осенью, вроде бы в октябре 1912 года.
Поэтому постараемся примерно в этот момент подгадать. Может, чуть пораньше, может, чуть попозже. Посмотрим. Прям точно много-много со временем, конечно, мы идти не будем. Но где-нибудь ближе к середине, вот так вот, 12-го года, может, чуть пораньше, мы сами возьмем Балканскую лигу и войну с османами. А пока этот годик посвятим развитию нашей промышленности, может быть, подготовим офицерский состав. Сосредоточились мы с вами на крестьянстве, получили фабрику, скидку на промышленность. Дальше у нас с вами доступно расширение Белградской железной дороги, получим 2 инфраструктуры. И все. Дальше мы не сможем ни в урбанизацию, ни покупку машин идти, потому что нам нужны земли от осман. Так что дальше пока двигаться особого смысла нет. Поэтому давайте возьмем подготовку офицерского состава. Османы, понятное дело, еще до сих пор владеют Ливией. Здесь лишь Франция Фес оккупирует, ну а Италия уже в скором-скором времени пойдет вторгаться и унижать осман. А мы с вами уже после этого так под шумочек тоже залетим и заберем свои земли. У нас с вами закончена подготовка офицерского состава, получили бонусы. На осман уже пошла Италия. Так что давайте... октябрь 12, чуть пораньше, да, будет тогда? Ну ладно, давайте Балканскую лигу сформируем, мировую напрягу поднимем. Освободим, да, Балканы вместе. Сербия должна подтвердить претензии на южные территории, а также заключить союз с возможными союзниками. Мы отправили наших дипломатов в Болгарию, Черногорию и Грецию с планом сотрудничества в предстоящей войне. Остается ждать новостей. Надеюсь, они согласятся. И мы с вами вместе сможем попилить осман. Ну и да, союз с Черногорией. Она просит поддержать их освобождение Восточной Черногории от османов. Правда, мы можем проигнорировать болгаро-черногорские военные договоры и захватить этот регион самостоятельно. Но это может сильно испортить наши отношения. Но они всего один региончик хотят, поэтому я как бы не против с ними поделиться. Пускай забирают. Дальше союз с Грецией. Желая присоединиться к освободительной борьбе против османов, Греция подписала военный договор с Болгарией и теперь направила к нам делегацию. По договору Греция вернет себе Салоники и Южную Македонию. Согласно договору, Греция вернет себе... дважды повторяется одно и то же, ладно. Однако они также хотят получить побережье Фракии, где проживают в основном греческие меньшинства. Если по мирному договору Фракия и Южная Македония все же перейдут к грекам, Болгария будет крайне недовольна. Ну вот, видишь, уже наши будущие союзники не поделили осман, а уже такие, не, мы спорим за эти регионы. Вы же понимаете, что ничего потом, ничего не случится из-за такого, да? Ага. Ну и союз Болгарии. Она согласилась совместно нанести удар по османам. Однако они потребовали спорную территорию Македонии и Фракии, которые в основном населены сербскими, македонскими и греческими меньшинствами. Мы можем пообещать эти земли, но если мы откажемся от них, то в будущем нам следует ждать ответного удара со стороны Болгарии. Обещайте им эти земли, но не больше. Ну понятно, друг другу типа что-то обещаем, а на деле, ну, зачем нам это, да? Все, у нас мир. Италия захватила Ливию. Османы немножко так поприжались. И у них, кстати, до сих пор очень много дебафов. Организация дивизии минус процент. Здесь армия ушедшей эпохи минус проценты. Больной человек Европы. Сепаратистские настроения. Ох, как нам весело сейчас будет в осман-то заходить. Они к этому особо-то не готовы. У них одни дебафы. Ну а мы с вами давайте выставим нашу армию вперед, чтобы она бежала, захватывала новые земли. Все, у нас с вами готов альянс, можете полюбоваться. Балканская лига в декабре 1911, хотя вроде должна быть летом где-то 2012 года, но мы с вами торопим события слегка. И Болгария готова переманить нас. Им чуть-чуть армию поднять они смогут, но не-не-не, Болгария, даже не надейся на это дело. А мы сами можем уже уйти в войну с османами, получить неплохие бонусы. И, наверное, давайте все-таки этим и займемся. Чуть пораньше получим землю, сможем укрепиться. Мы же с вами знаем будущее, поэтому пораньше попытаемся собрать как можно больше земель, чтобы против Австро-Венгрии нам было стоять попроще. Так что давайте войну с османами. Балканская война через 35 дней. Получается, в январе 2012 года мы с вами пойдем в гости к османам. Ну а по доктрине я останусь с массированным штурмом. Конечно, не самые лучшие бонусы поначалу, но в конце, вот просто посмотрите сюда. Танкам дадут 20% прорыва и еще 15 организаций. Вот просто вздумайтесь и найдите хоть одно древо вот сухопутной доктрины, где тебе разово дают 15 организаций танкам. Там обычно 2 где-то дают, я даже 5 особо не помню, а здесь тебе сразу же 15. По-моему, танки с этой докой рано или поздно станут имбой. Осталось только до них дойти. 20 января 1912 года. Балканская война. Вторжение в Османскую империю от нас с вами. Все, погнали вперед. Сразу же с агрессивным планом выполнения. Просто рвем вперед, вперед и вперед.
Османской армии даже здесь нет, она такая типа, а чё, куда, зачем? Зачем нам что-то делать, да? Ну, знаешь ли, османы. Тут мой удар, болгарский удар. Кстати, Болгария может такими темпами вполне себе неплохо и до Константинополя дойти, если постарается. Она как-то не особо торопится, и мы, в принципе, не против. Ладно уж, так и быть. Спокойненько сами тоже пойдем поможем. И по поводу фокусов. Ну, давайте расширение Белградской железной дороги возьмем. И, наверное, пропаганду против осман пропишем. По поводу капитуляции мы, естественно, никаких предложений делать не будем. Это все их забота и их дело. Мы сами лучше поможем Греции. А Болгария пока здесь, я как вижу, неплохо и сама себя ощущает. Хотя, подожди, она серьезно потеряла ряд земель. Ух ты ж. Ну, видите, да? Смогли продавить чуть-чуть. Так, следуем у нас помощь от России. Мы будем обязаны русским. Нам дадут 2500 пехотки, 750 вспомогательного. И отношения улучшат, спасибо. Вот это вот доброта, да? Так еще и ленд-лиз следом. Один конвой раз в месяц. А, ну да, у нас же выход теперь к воде есть, точно. Теперь можно и поленд-лизить нас немножко. Ну а мы с вами здесь сделали котел. Подсобили Болгарию. Вот эту османскую армию тоже бы надо закрыть, чтобы у нее на будущее просто как можно меньше дивизий осталось. Во, прекрасно. А то он в будущем сможет ими воспользоваться. А так мы сейчас их все прикроем. Османы и так уже потеряли 74 тысячи. Еще вот эти вот, если котлы прикрыть, то потери у них будут весьма и весьма весомые. Здесь мы даже, смотри-ка, из Галиполи их пытаемся убивать. В Константинополь сейчас зайдем. Вот это вот, конечно, неплохо звучит. Россия отменяет ленд-лиз, к сожалению, даже конвой не доставил. Эх, что ж ты так. Все, здесь мы с вами разобрались. Ну и вот остается одна основная армия. Вот здесь вот 4 дивизии еще закрыть. 3 осталось. Давайте-ка посмотрим. 120 тысяч потерь уже. 2 дивизии. Здесь уже бои за Константинополь, Галиполи сейчас, кстати, сможем пробить, скорее всего. Так, ну-ка, подожди-ка. Стой в обороне, здесь уже бить смысла нет. Ну и давай. Салимпа. Сбей Салимпа, осман, пожалуйста. Одна дивизия так долго стоит, смотри. До конца, до победного прям, ух. Ну все, пало. В итоге 150 тысяч османы потеряли, мы с вами 15 тысяч. Ну и так-то неплохо пробрались и забрали немало земель. Думаю, это хорошая победа. Ждем теперь, видимо, капитуляции скриптовой от осман. Потому что все, что надо, мы сами забрали. И тут, кстати, у нас интересный выбор весьма со стратегией мобильной войны, либо же с оборонительной стратегией. Скидки на сухопутные доктрины разные. Следом у нас здесь бонусы на оружие. Здесь у нас российские советники, которые зимние потери от истощения из курса дивизии дадут, что прикольно. Следом у нас здесь людей больше, скидка на горнострелки, что не сильно нужно. Здесь нам дадут 100 пушек и 2 скидки на миномет. Здесь нам дадут бонусы неплохие на истощение, на небоевые потери, эффективность усиления сопротивления, но опять же, нам это особо-то не нужно. Здесь тайные покупки, оружие и возможность еще в будущем закупаться. Следом еще и горные укрепления. А здесь просто механизация, которая у нас есть. Поэтому, видимо, пойдем мы с вами по оборонительной стратегии. Получим неплохие бонусы от русских советников. Будем с ними налаживать отношения. Ведь все-таки русские нам сами братья. Ну а потом еще и посмотрим на уникальные решения, секретные поставки вооружения. И, кстати, смотрите-ка, да, понемножку, с трудом, конечно, но мы пытаемся выдавить их с Галиполя. Интересно, когда будет скриптовый мир. Сколько им там надо потерь-то понести. И раз мы такую победу одержали красивую, то можно, в принципе-то, и национального героя прописать, поддержку, стапку получить. Давайте. Наш лидер, это наш герой, провернул такой план по захвату-то осман, да? Всех призвал. Ну а Галиполя мы пробить так и не можем. Мы, видимо, ждем мира, который либо на дате какой-то здесь прибит, либо по потерям. Но османы несут уже не такие большие потери, в основном это наш альянс их несет, пытаясь здесь пробиться. Все-таки Галиполи неудобно пробивать, он раз за разом просто подкреп приводит и все. А вот и здрасте, Германская империя намеревается изолировать нас. Германия поддержала экономическую войну, которую Австрия ведет против нас после тарифного конфликта 1909 года. Таким образом, они намерены ослабить поток ресурсов, но заставить нас сблизиться с Антантой. Окей, мы с Антантой сблизимся. Нам-то какой выбор? Раз тут не хотят с нами дружить, то найдем другого союзника. Все, освободительная война больше на нас не действует. 220 дней прошло с начала противостояния. 165 тысяч у осман. Большей частью мы потери их заставили понести. О, нам новые конвои посылают. Спасибо за поддержку. Ну а здесь войска союзников все так же продолжаются Галиполи пробивать. Стоят под Константинополем. Будь я один, я бы просто отступил, дал бы им выйти и потом бы закотлил.
Но так как они просто идут на пролом, то ладно, это их выбор. О, набег на Великую Порту. Очередной переворот. И вроде бы сейчас, через время, они должны с нами замириться. Герои 31 марта у них у власти. Либеральный реванш. В общем, от того, что мы раньше начали, особых толку, конечно, здесь нет. Потому что, чтобы мы начали позже, что раньше, все равно быстро мира мы тут не дождемся, но разницы особо нет. Пускай Болгария страдает, теряет своих людей. Пускай Греция тоже теряет. Мы же их ослабим, получается, благодаря всему этому. А сами просто отдыхаем и копим силы. И посмотрите, как красиво теперь у нас. Здесь у нас типа сербский генштаб, а следом у нас русские советники. Две шапки в разную сторону повернутые, с разным цветом, оформленные по-своему. Русские советники у нас, все, они за нас. Мы, кстати, на фоне этого противостояния проводим коронацию. Королевский манифест нам на год дадут. У нас будет поддержка авторитаризма расти и защита от зарубежной подрывной деятельности. Правда, ее здесь все равно нет, так что мы просто получим поддержку партии. До 70% где-нибудь ее хотя бы доведем. Ну и следом у нас православные Балканы. Давай. Получим лимит капитуляции и защиту от смены идеологий. Тем самым мы почти закончим политическую ветку. Дальше только с Россией отношения улучшить, ну и с Францией можно. И вот они, условия предложения османов. Наша победа над Османской империей подтолкнула их к капитуляции. Спустя более 500 лет Балканы наконец-то снова свободны. Победа! Ну и в общем мы скриптово делим земли. Бамс! В итоге мы с вами теряем военную экономику, получаем частичную. Подготовку к освобождению мы тоже теряем. И что мы с вами видим? Мы получили неплохой блок территорий. Правда, вот здесь просто 50% силы сопротивления. Это мощно. И здесь тоже 40. Но это же территория от Болгарии, которая не очень-то хотела их отдавать. Греция тоже не совсем все земли получила, которые хотела. Поэтому, да, с Болгарией мы скоро будем разговаривать. Уже немного иначе. Не очень дружелюбно. Но такова судьба всего этого мира. Нам придется сейчас в скором времени на них сходить. А так, это победа. Мы захватили немалый блок территорий. Выгнали осман почти полностью с Балкан. Конечно, понятное дело, что у них еще Константинополь. Здесь территории. То есть можно было вообще полностью. Но даже на таких условиях уже неплохо. И, наверное, давайте от 3-дюймового оружия откажемся. Можем сразу же пойти в объединение или смерть. Открыть решение «Черная рука», получить претензии на регионы и сделать национальными новые области. А уже на Болгарию мы пойдем чуть попозже. После этого фокуса как раз выполним потребовать Македонию. Они нам, скорее всего, откажут, поэтому начнется противостояние. А здесь весьма интересный ивент. Австрия требует, чтобы мы отступили от побережья. Нам говорят, что они могут блефовать, они не обязательно на нас пойдут. Кроме того, за нас Россиюшка вступится. Мы можем отступить, или же можем сказать, мы не позволим кому-то другому получить нашу законную территорию. Сербия отвергла наш ультиматум. И Австрия эмбарго. Удачи тебе, Австрия эмбарго ввела. Ой да, страшно. Правда, подожди, у нас требования Македонии пропущены, серьезно? Это сломало всю игру, мы теперь не можем ни завоевать Албанию, ни потребовать Македонию. Мы просто можем создать Югославию рано или поздно. Очень странное дело. Или подожди, мне все-таки дадут с Болгарией какое-то противостояние, мне просто интересно. Не в альянсе, претендует на наши законные территории, мировая напряга возрастет на 5. У нас претензий просто на земли-то Болгарии особо нет. Мы ее можем попилить, вороватые союзники. А, да вот она покидает. И потом будет война. Ну ладно, то есть они все равно на нас нападут. Претензия как бы на Албанию у нас есть. И Македонию, а толку у нас вроде она наша же. Ну и все, Болгария покидает Балканскую лигу. Балканская стратегия, мнение государства Болгария плюс 30, нормально. Он типа нас покидает, но мнение плюс 30. И Болгария требует Македонию. В следующее время мы контролируем Македонию, но Болгария, вероятно, получит ее. Мы выполнили все наши цели, поставленные в Балканской войне. Мы освободили наш народ. У нас появилась береговая линия. Мы больше не имеем выхода к морю. Поскольку большая часть населения Македонии не имеет национальности, похожей на болгара, мы могли бы уступить ее им. Для улучшения отношений и расширения нашего союза. Должны ли мы отдать нашу землю без боя? Регионы распущен. Да нет. Сербские земли останутся сербскими. Получается, мы сейчас 1 на 1. Должны будем противостоять против них. Но мы все равно выстоим. Мы же сейчас национальными получаем через время эти земли. Да, поэтому зачем нам их отдавать? Смысла не вижу.
Все, объединение или смерть. Название, конечно, прекрасное. И мы можем теперь агитацию делать против Австро-Венгрии, серьезно. Минус 5 ставки. Вербовать повстанцев, покушение на офицера сделать. Правда, шансов всего 90, что просто нападение, 10, что удастся. Здесь у нас саботаж и вооружение повстанцев. То есть мы можем дестабилизировать Австро-Венгрию просто по полной. Прикольное дело. Добавок к этому нам национальными земли прописали. Давайте денечек пропустим. Да, земли национальные. Так что можем теперь здесь спокойненько обороняться и не бояться Болгарии. Правда, проблема то, что у нас альянса как такового нет, и мы можем Белградский пакт выйти с Румынией и Грецией. Либо же дружбу с Россией. Давай в дружбу с Россией тогда пойдем. С нашими братьями-славянами. Ну и раз у нас политики много, то Австро-Венгрия минус. Будем ее по всем фронтам просто давить. И людские ресурсы потом тоже получим. Мне 66 ставки. Но это ненадолго. О, Болгария объявила... она всем. Она всей нашей Великой Троице решила объявить войну и напасть. Ну, удачи. Антиболгарская лига сформировалась. Прекрасно. Все. Вторая Балканская. Погнали вперед. Надо еще одну победу одержать. Благо я успел, кстати, решение прожать, а то сейчас бы они уже были недоступны. Ну что, Греция, я уверен, что ты выстоишь. А мы тоже попытаемся выстоять и даже контратаковать. Проблема, конечно, есть, то, что у Болгарии вроде как шаблоны, да, там под 40 ширины. У нас с вами далеко не такие. Но, несмотря на все это, мы продолжим двигаться вперед. Такими вот интересными ударами. Да и ловить их на контратаках вполне себе неплохая идея. О, румынская интервенция, прекрасно. Ну тут уже все, знаешь ли. Румыния тоже решила Добруджу к себе подмять, а значит... Сейчас зайдет вообще без проблем просто в Болгарию. Ее же, считай, никто с этого направления не сдерживает. И Болгария такая, упс, что-то пошло не так. Зря я тут быканул, уже под Софией стоим. Ну и можем, конечно, протаковать, но смысла опять же нет. Здесь скриптовый мир все равно будет. Ну, османы вступились, кстати, тоже в это противостояние. И мне нравится, как Румыния и, в принципе, Греция, которая здесь Софию так обходит, типа, да, ну зачем нам София? Зачем? Ладно, давайте сами тогда ее подведем. Возьмем все-таки Софию. Наша армия вошла. Ура! София наша! Поздравьте! И Болгария просит мира. Нет пощады предателям Лиги. Мы альянс тогда распустим. И, скорее всего, будет какой-то скриптовый мир. Или не будет? Не, будет, скорее всего, но мы ничего не получим, да? Отсюда 53%. Земли нам не особо нужны. То есть мы можем сейчас нет пощады предателям Лиги сделать. И антиболгарская лига будет распущена. И получается у нас, скорее всего, будет нормальный обычный мир, где мы сможем забрать земли. Либо же мы их наказали. Они перестанут считать национальными землями, Греция получит земли, а мы сами, по сути, ничего не получим, потому что, ну, как бы у нас и так все наше-наше. Поэтому у меня тут к вам вопрос вот такой вот интересный. Мы как, пойдем по истории и просто скажем, мы их наказали? Или же нет пощады предателям Лиги? Они ведь все-таки нас кинули и вдарили нам, по сути, в спину. Против нас выступили Греция и Черногория. Так что мы можем их полностью попилить. И в какой-то степени смысл в этом есть, чтобы они потом с немцами не икшались. Мы можем здесь сделать марионеточное государство вполне себе. И жить в спокойствии, что у нас будет своеобразный щит от осман. Оставлю я этот выбор вам, поэтому пишите в комментах, как мы с вами пойдем. Я посмотрю, за какой вариант будет большинство, и его возьму. А так, первая серия подходит к концу. Мы с вами уже постепенно приближаемся к Первой мировой, где нам придется с вами обороняться против Австро-Венгрии. Ух, тяжелая затея, тяжелое дело. Но мы верим в то, что справимся. А всем вам спасибо за просмотр, поддерживайте лайками, оставляйте комменты и до скорых встреч в новых видео.